Сегодня я хочу поговорить с вами, сотрудники тюрем, ИВС, СИЗО и прочих мест заключения под стражу и учреждений, исполняющих наказание. Ваша служба и опасна, и трудна, и еще знаете что? Она очень заметна в эпоху информации. Для большинства ваших подопечных незабываема, для некоторых смертельно. Тысячи людей проходят через вас, тысячи людей выходят от вас искалеченными, некоторые мертвыми. Нужны ли вы вообще? Да, разумеется. К сожалению, люди иногда совершают преступления. Человечество пока не придумало, как этого избежать. И кто-то должен следить за тем, чтобы наказание за эти самые преступления осуществлялось в рамках закона. Эти три слова ключевые: в рамках закона. Я не собираюсь сегодня спорить с вами о том, в чем вина людей, вышедших на улицы против сфальсифицированных выборов или поставивших лайк неугодному диктатуре посту в интернете. Этих людей осудили. И они попали к вам. С этого момента их судьба, здоровье и жизнь зависят от того, останетесь ли вы в упомянутых рамках закона. Вы ведь в курсе, аттестацию небось регулярно проходите, прав и обязанностей заключенных и ваших собственных. В курсе того, что пытки, издевательства и оскорбления не только не входят в ваши должностные обязанности, но и уголовно наказуемы. Да, я знаю, что многие из вас чувствуют себя безнаказанными. Пока. Расскажу вам одну историю, взятую из военных воспоминаний известного психиатра Виктора Франкла, прошедшего через систему немецких концлагерей. Во время Второй мировой войны комендант концлагеря Тюркхайм втайне за свои деньги покупал лекарства для заключенных. После того, как этот лагерь освободили американцы, трое бывших заключенных спрятали коменданта в лесу. Затем они потребовали от командующего американской военной части гарантировать бывшему коменданту полную безопасность. Это не только сохранило последнему жизни репутацию, но и обеспечило его работой. Мораль вам понятна или нужно разжевывать? Вы же не думаете, что власть двух больных стариков навечно? Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы ее конец наступил как можно скорее. Но, предположим, мы ошибаемся, и эта власть продержится, черт с ним, я сегодня щедрый, еще лет 10. Что вы планируете делать после ее краха? Вы ведь, скорее всего, моложе и Лукашенко, и Путина. Есть ли лично у вас такие благодарные заключенные, которые вас защитят? Самое меньшее, что лично вы можете сделать на своем рабочем месте, это просто оставаться человеком. Я не жду, что вы будете делиться с заключенными последней коркой. Никто этого от вас не требует. Просто соблюдайте закон. Не издевайтесь над теми, кто находится в вашей власти. Не позволяйте или хотя бы не поддерживайте такие действия других сотрудников. И тогда у вас появятся шансы не разделить участь немецких коллег в 45-м. А теперь пара слов для вас, начальники колоний, тюрем, ИВС, СИЗО и прочих учреждений этого рода. С вами есть один небольшой нюанс. Одна сложность. Понимаете, начальник не может сохранить анонимность. Ваши подчиненные могут тешить себя напрасной надеждой на нее. Балаклава, плохая память пытаемого, особенно после ударов по голове и вынужденной бессонницы. Но вы-то нет. За все, что делают ваши подчиненные, в ответе вы. С вас потом и спросят самой большой мерой. Тебя, Андрей Пальчик, бывший начальник Новополоцкой ИК номер 1, лично избивавший и пытавший заключенных, это не касается. Боюсь, ты уже не отмоешься. К тебе, Алексей Лазаренко, начальник Могилевской колонии номер 15, продолжающий делать то же самое прямо сейчас, тоже, пожалуй, обращаться уже бесполезно. Некоторые из вас уже предстали пред судом высшим, как умерший на днях полковник Старовойтов, бывший начальник ИК номер 3, виновный в смерти Николая Климовича. Действительно, зачем политзеку с инвалидностью звать кардиолога, чай не санаторий? И таким образом осуждение на год колонии за карикатуру именно он превратил в смертную казнь. Но среди вас много и просто равнодушных людей, мечтающих выслужиться. Например, ты, Филипп Стурченко, действующий начальник печально известной колонии номер 3. Это у тебя Вадим Храсько загибался от пневмонии, и ты в самый последний момент отправил его в больницу умирать. Я обращаюсь к тем из вас, кто, конечно, не ангел, но все же
и не патологический садист. У вас есть еще шанс, у вас есть власть повлиять на условия содержания заключенных, политических или нет. У вас есть обязанность соблюдать закон и следить за его соблюдением вашими подчиненными. Просто действуйте в рамках закона. Ничего сверхъестественного. Вы точно спасете этим жизни. Возможно, среди них окажется и ваша собственная. Подписывайтесь на наши каналы, следите за нашими новостями. Живе Беларусь!